Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами попробуем разобраться в кириллице. Даже если вы разговариваете на кириллическом языке каком-нибудь, вам все равно полезно будет посмотреть, как правильно рисовать символы, которыми вы пользуетесь каждый день. Большинство кириллических символов имеют такой же рисунок, как и латиница, поэтому рисовать их на самом деле не очень сложно, и большинство из них, ну или половина из них, это полная копия таких же латинских символов, то есть буква О, буква H, которая в русском языке звучит как N, R, она же P в латинице, T и так далее. Ну, то есть они, как видите, достаточно похожи, надо только понимать, как именно их правильно рисовать, потому что есть некоторые особенности, символы которых у нас нету в латинице, поэтому для людей, которые не знакомы с кириллическими буквами, это, конечно, может быть проблема. Поэтому мы немножко это разберем, и в целом вам это очень сильно пригодится. И мы разберем разные варианты, как можно нарисовать кириллицу на основе латиницы. Будет очень много разных способов. В первую очередь нам нужно найти кириллические символы. Где вы их можете найти, если, допустим, у вас нет раскладки такой? Нам нужно открыть вот это боковое меню, если вдруг его нет у вас, и выбрать в списке языков кириллицу. Открываем эту вкладку, и мы видим, что базовая кириллица у нас состоит из 94 символов. А здесь у нас что-то... мы уже с вами создавали, поэтому я просто ударю. Вот, теперь у нас здесь видим 0 из 94 символов. Это говорит нам о том, что у нас в этом шрифте до сих пор еще нет ни одного кириллического символа. И если мы кликнем на него, то мы увидим список тех символов, которые мы можем добавить. Мы можем их выделить вот здесь и таким образом добавить. Вот. Как видите, вот здесь еще у нас поменялся порядок букв. Мы теперь видим все ячейки кириллических символов, которые до этого у нас отсутствовали, потому что в латинской простой выборки их просто-напросто нет. Вот кликаем сюда на базовую кириллицу и видим все символы, которые нам можно нарисовать. В этом блоке мы с вами будем рисовать не все символы, мы нарисуем с вами 31 кириллический символ из 33, потому что здесь у нас представлено 33, но мы пока не будем рисовать букву Ё и не будем рисовать и кратку, потому что она у нас знак имеет вот такой диакритический сверху. Это немножко тема другого урока, поэтому когда мы будем разбирать диакритику, мы там ее нарисуем тоже. Поэтому пока восстановим только те, которые максимально простые и основаны на латинице. Возможно, вы не знакомы с кириллицей, потому что вы не носитель этого языка, и для вас русские символы или какие-нибудь другие, основанные на кириллице, совсем новые, и вы прям, совсем далеки от этого. И зададитесь вопросом, а как я узнаю, как правильно ее нарисовать? Нарисовал ли я правильно символ? Все ли в нем там корректно и так далее? Это вопрос правильный и хороший. Для того, чтобы не совершать большое количество ошибок и нарисовать, то есть латинскую часть шрифта сделать очень хорошей и качественной, но кириллическую очень плохой, такой шрифт никто не будет использовать из русскоязычных людей. Вот. Надо посмотреть на другие шрифты в первую очередь. Ну и почитать какие-нибудь статьи про то, как именно нарисовать. И именно сейчас мы с вами это и разберем. Шрифт, который я рисую в рамках этого проекта под названием Zasker, это как никогда один из самых удачных и лучших примеров хорошей кириллицы в рамках шрифта в таком стиле. Он основан на журнальной рубленой и частично на футуре. В нем я нарисовал огромное количество символов, здесь более 300 языков, больше 80, наверное, только кириллических языков представлены. Поэтому, если вы хотите посмотреть, как правильно нарисовать тот или иной элемент или ту или иную букву, которая вам не знакома, вы можете открыть мой шрифт, можете скачать бета-версию, точнее нет, не бета, реальную версию этого шрифта у меня на сайте, и открыть его в FontLab и посмотреть, как именно что нарисовано. Поэтому давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Ну, помимо стандартной латиницы, кириллицы, которая здесь представлена вот в этих вкладках, как видите, 94, 52 это то, что все символы нарисованы в этом шрифте, поэтому он показывает, что полностью вот эта выборка у нас готова. Помимо этого, здесь есть большое количество диакритических знаков для разных ситуаций. Здесь много латинской диакритики, здесь много кириллической диакритики. Вот она представлена. То есть все эти символы, с которыми вы почти нигде не будете встречаться, здесь у меня есть.
Вот, можете посмотреть в строчном варианте, куча разных пунктуационных знаков, множество разных цифр и много разных альтернативных вариантов. Это тоже может вам пригодиться, если вы хотите как-то разнообразить ваш шрифт. Вот, поэтому заходите на сайт «Твой шрифтовой фетиш» и здесь сможете его скачать в разделе шрифтов. А по поводу других вариантов мы сейчас тоже с вами посмотрим. Например, на сайте Google Fonts можно скачать PT Sans. PT Sans это, в принципе, очень-очень качественный шрифт, в котором тоже сделано большое количество исследований, как я, например, сделал их в процессе рисования шрифта Zasker. Я вообще в целом в будущем, теперь, когда буду рисовать какие-нибудь гротески, я буду этот шрифт использовать как эталонный вариант, потому что я в каждом, в большинстве символов сделал какие-то пометки в виде стикеров с надписями, заметками, пропорциями и так далее, поэтому когда в следующий раз я начну рисовать шрифт, который похож будет вот на такой формат, и мне нужно будет нарисовать какой-нибудь символ, я смогу просто открыть его и посмотреть те комментарии, которые я когда-то оставил в этих символах. То есть мне не нужно повторно делать исследование, как нарисовать тот или иной символ. У меня уже здесь все это в этом шрифте есть. Я просто открою, посмотрю и применю это в своем новом шрифте, который буду рисовать. Поэтому такие вещи в целом, как референс, очень хорошо использовать, и они вам будут помогать, как именно должны выглядеть те или иные символы, которые вы не знаете. И возвращаясь к PT Sans, здесь как раз таки очень хорошо можно увидеть, как тот или иной символ вам нужно нарисовать, если вдруг у вас есть сомнения относительно того, какие, там, допустим, элементы в верхней части буквы используются, ну и так далее. В общем, основную идею вы поняли, он бесплатный, можно его скачать, посмотреть, поковырять и понять, что с этим вообще можно сделать. Также можно посмотреть версию этого шрифта PT Sans Expert, в котором еще больше символов представлено, огромное количество языков, и поэтому, если у вас есть какие-то сомнения, однозначно нужно будет скачать одну из этих версий и посмотреть, как именно нарисован символ и на какой, по какой логике это все сделано, проанализировать и так далее. Здесь представлена еще serif-версия, поэтому это тоже вам поможет, если вы рисуете какой-то шрифт с засечкой. Вот. Дальше шрифт голос. Это тоже бесплатный шрифт, который позволяет вам тоже подсмотреть много хороших решений, которые используются при создании того или иного символа. Он мне тоже очень помог, поэтому, когда у меня были сомнения, я просто смотрел, как именно реализованы какие-то элементы в этом шрифте и повторял их в своем, потому что это шрифт от Paratype, он достаточно качественный, здесь большое количество там исследований были проведены, когда его рисовали, поэтому этому можно доверять, скажем так, если вдруг мы хотим оттуда что-то посмотреть. Ну и помимо того, чтобы смотреть на какие-то чужие шрифты, очень полезно будет узнать вообще теоретическую часть того, как именно рисуется тот или иной символ, опять же, если вы совсем не знакомы с кириллическими символами, поэтому нам поможет несколько статей. В первую очередь на сайте Type Today в разделе журнала есть разбор кириллических, точнее шрифтов с Google Fonts, которые поддерживают кириллицу. Он у нас есть на двух языках, он есть на английском, есть на русском, поэтому это для вас будет очень удобно. Мы можем открыть какую-нибудь из статей, и вот здесь идет разбор шрифтов популярных, которые могут иметь какие-то там недостатки или еще что-то. Это позволит вам сформировать, а на что именно нам вообще нужно обратить внимание, когда мы рисуем тот или иной шрифт. Здесь есть комментарии, разборы основных букв, поэтому очень полезно, если вы... Но на самом деле это полезно, даже если вы и говорите на русском языке, потому что далеко не все знают, как правильно рисовать кириллические символы, хотя всю жизнь на таком языке разговаривают. В общем, вот эти вот штуки, которые мало где можно встретить, здесь очень хорошо разбираются и позволяют нам понять, как не совершать ошибки при рисовании символов, которые мы слабо знаем или не совсем понимаем. Очень полезная будет статья, она также представлена на двух языках. Это статья о том, как разобраться в кириллических символах. Она также вот у нас есть на русском языке с комментариями. Здесь представлены, какие формы бывают у букв в курсиве, в рукописном тексте, в шрифтах без засечек. Очень много полезной информации, и каждая буква здесь разбирается отдельно в виде таких вот, скажем так, примеров. Можете посмотреть на какие-то слабые места, на вот там треугольные D, которые в целом сейчас уже особо никто не использует, хотя их тоже можно встретить в шрифте. И некоторые дизайнеры изначально делают только такую букву, что не совсем уместно сейчас, потому что, ну вот, как-то
Сейчас такое не делается. Хотя да, она может нравиться, в некоторых шрифтах это будет актуально, но, в общем, обычно она вот такая трапециевидная. Вот. Почему это делается, как это делается, здесь все написано с комментариями. Статья от Александра Королькова очень-очень полезная для людей, которые, скажем так, далеки от кириллицы, это прям идеально. Вот, например, когда мы делали букву «Я» из буквы «Р», здесь как раз-таки мы и делали чуть более большой такой полуовал по сравнению с буквой «Р», поэтому нельзя просто его сделать, повернуть и, ну, собственно, чтобы у нас получилась такая буква. И еще очень сильно вам поможет сайт с кириллическими символами, с разбором всех языков, которые входят в состав кириллицы, со всеми символами. Каждый из них можно посмотреть, в какой язык он, допустим, вот это вот у нас на вот эти языки подходит. Можно посмотреть, какие в принципе языки у нас представлены и что в них входит. То есть он также у нас доступен на 2 языках, поэтому обязательно пользуйтесь, разбирайтесь, пытайтесь понять, в чем именно отличие кириллицы вот в разных шрифтах и в разных их вариантах. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.